Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой очаровательный воротничок. Давайте рассмотрим его поближе. Получился такой в винтажном стиле. Вязать очень просто и легко, быстро. Схема состоит из 11 рядов. Размер его получился у меня 48 сантиметров, но вы можете связать его на любой размер. Ширина этого воротничка у меня получилась 6,5 сантиметров. Такой маленький, аккуратненький воротничок. Если вам он понравился, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите рекламу, не пропускайте, я это вижу, мне это очень помогает. В этом видео мы с вами разберем ряд за рядом все подробно, и в конце мы с вами вместе свяжем такие очаровательные и милые воротнички. Вязать этот воротничок я буду из ниток ромашка, комбинат имени Кирова. Это стопроцентный хлопок, в 75 граммах 320 метров. Такая толстенькая нитка, интересное у нее плетение. Здесь не скрутка, а именно плетение. На ощупь она такая, как накрахмаленная, немножко даже жесткая. Я думаю, для воротничка очень даже хорошо подойдет. Крючок буду использовать основной, это 1,25, но для набора цепочки начальной буду вязать крючком 1,5. Давайте приступим. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираем самостоятельно до нужной длины. Желательно, чтобы количество петель было кратно 3. Но длину цепочки мы набираем короче нужной, примерно на 6-7 сантиметров. Мне нужно, чтобы воротничок по внутреннему краю был 48 сантиметров. Так пожелал заказчик. И я наберу цепочку длиной 42 сантиметра. Все, набираем самостоятельно и встречаемся. Итак, набрали цепочку 42 сантиметра. У меня получилось 126 петель. Давайте еще раз померяем на всякий случай. Немножко даже можно ее как бы подтянуть. Вот 42 сантиметра. Так, меняю крючок 1,5, убираем и вставляю крючок 1,25. Для чего я это делаю? Чтобы легче было провязывать первый ряд. Но если у вас крючок одного размера, ничего страшного, просто я так привыкла делать, мне так удобнее. Так, вяжем первый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид, и в 4 петлю от крючка 1, 2, 3, 4. В 4 провязываем столбик с накидом. И в каждую воздушную петлю цепочки провязываем по столбику с накидом. Давайте провяжем самостоятельно
не спихом, все ровненько, не пропускаем петельки, внимательно. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик в начальную петлю. У меня получилось 127 столбиков, считая начальный столбик 3 воздушные петли подъема. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в первый столбик провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 пропускаем в следующий столбик без накида. 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, столбик без накида. Так вяжем до конца ряда арки из 3 воздушных петель. Итак, провязали последнюю арку, столбик без накида. У меня получилось 42 арки из 3 воздушных петель. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд, разворачиваем на лицевую сторону, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, вяжем третий ряд и столбик без накида в первую арку. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую. 1, 2, 3, в следующую арку. И так вяжем до конца ряда. Итак, нам осталось провязать последнюю арку, и для ее формирования мы делаем 2 воздушные петли, 1, 2 и полустолбик с накидом в первый столбик без накида начальный. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такая арка. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. Вот эту арку из 2 воздушных мы пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, в следующую. Все, продолжаем вязать и встречаемся. Подошли к концу ряда и вместо последней арки из 3 воздушных делаем 1 воздушную петлю и полустолбик с накидом в середину цепочки начальной. Вставляем крючок и провязываем полустолбик. Вот такая арка. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, разворачиваем на лицевую сторону, 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку, 1, 2, 3. Продолжаем вязать нашу сеточку. Итак, нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид
И в середину следующей арки вставляем крючок и провязываем полустолбик с накидом, формируем арку. 1, 2, 3, 4, пятый ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем и в следующую арку провязываем столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, в следующую. Так вяжем до конца ряда арочки из 4 воздушных петель. Итак, подошли к концу ряда, делаем столбик без накида в середину следующей арки. Теперь вот в эту арочку, в которую мы присоединяли, сейчас провязывали просто соединительный столбик. Вот у нас следующая арка, также в нее делаем соединительный столбик. Далее идет цепочка, также провязываем. Давайте 2 здесь сделаем соединительных столбика. Нам нужно подойти к нижнему уголочку. Сильно не натягиваем эти столбики, чтобы не стянуть край. Давайте в столбик вот в этот соединим соединительной петлей. И вот у нас подошли к столбику начальному первого ряда, и также здесь можно сделать 2 соединительные петельки. Вот так. Вот, все, мы подошли к нижнему уголочку. И давайте еще вот так сделаем. Вот у нас столбик прям под столбик, в самый-самый угол соединим. Так, все, разворачиваем. Сейчас будем обвязывать и короткий край тоже. Итак, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под этот столбик провязываем 1 столбик с накидом, сюда же 2. Этот ряд у нас будет состоять только из столбиков с накидом. 3 сюда же, накид. Давайте в столбик провяжем столбик с накидом. Так. Этот край мы провяжем произвольно, а второй будем вязать симметрично этому краю. Так. Теперь в арку провязываем. Давайте 5 столбиков сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, чтобы наш уголок был закругленным. Так, вставляем крючок вот в эту арочку, провязываем столбик с накидом. Давайте сюда еще один провяжем, чтобы у нас было закругление равномерное. Так, в следующую арку маленькую здесь у нас также провязываем 1, 2 и переходим теперь уже на длинную сторону, и в каждую арку провязываем по 4 столбика с накидом. 2, 3,
4. Переходим к следующей арке и также в нее провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В следующую арку также 4 столбика. Все, вяжем самостоятельно. В каждую арку провязываем по 4 столбика, подходим к другому краю, к противоположному, и вяжем симметрично первой стороне. Итак, провязали последний столбик с накидом. Сделали все аккуратненько, ровненько, симметрично. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд. Разворачиваем на другую сторону. Делаем соединительный столбик в следующий столбик. 1. В следующая соединительная петля. И еще 3 столбика провязали соединительных. 1 воздушная петля подъема. И в этот столбик провязываем начальный столбик без накида. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. Снова 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. Сделали 2 арки из 3 воздушных. Теперь арка из 4. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 1, 2, 3. Далее идут 2 арки из 3 воздушных петель. Итак, чередуем 1 из 4, 2 из 3, 1 из 4 воздушных, 2 арки из 3 петель. Так, вяжем до конца ряда. Если какое-то несовпадение в конце получится несимметрично, то можно как-нибудь в серединке или ближе к другому краю пропустить там не 1 столбик, не 2 столбика, а 1 столбик, или наоборот где-то смухлевать, пропустить не 2 столбика, а 3 столбика. Но регулируем сами тут произвольно, распределяем равномерно арочки. Но нужно, чтобы в конце на другом краю также были арки расположены. 3 столбика мы здесь отступаем. Первая арка, но для нашего случая она будет последней из 4 воздушных. Все, вяжем, подстраиваем сами произвольно. А может, у вас все и совпадет, смотря какое количество петель вы набирали в начале работы. Итак, провязали последнюю арку из 4 воздушных, столбик без накида. Мне пришлось в 2 местах сделать пропуски не по 2 столбика, а по 1, чтобы в конце все совпало. Маленькую хитрость сделали мы с вами. Так, 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и еще в 1 петелечку. Далее 1 воздушная. Разворачиваем. И в арку из 4 воздушных петель провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков. 1 воздушная петля, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 1 воздушная,
И в следующую арку из 4 воздушных петель также провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 1 воздушная, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку, 1 воздушная, и в следующую арку также провязываем 5 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать по этой схеме и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 5 столбиков с накидом в арку из 4 воздушных петель, 1 воздушная петля, провязали, и посерединке здесь делаем соединительный столбик. Так. И еще 2 соединительных столбика до уголка. До самого остренького сейчас дойдем. Здесь мы уже делали соединительные столбики. Тут у меня очень туго все. Ну, вот так. Разворачиваем. 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Столбик с накидом в первый на группе из 5 столбиков провязали, 2 воздушные в следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные в следующий, 2 воздушные в следующий столбик с накидом, 2 воздушные и в следующий. Итого провязали 5 столбиков с накидом, между ними арки из 2 воздушных петель, 2 воздушные, и теперь в арку из 3 петель провязываем столбик без накида, 2 воздушные, следующая группа из 5 столбиков, и в каждый также провязываем по столбику с накидом, и между ними арки из 2 воздушных петель. Так, вяжем до конца ряда. Провязали 5 столбиков, 2 воздушные и столбик без накида в следующую арку. Все, вяжем самостоятельно. Итак, подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 2 воздушных. Делаем соединительную петлю в самый уголочек. Вот что у нас пока получается. Это изнаночная сторона. Так, разворачиваем на лицевую и вяжем последний ряд. Столбик без накида в следующую арку,
И еще один столбик без накида, 2 столбика, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в следующую арку 2 столбика без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку 2 столбика без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую 2 столбика без накида, 3 воздушные, в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку 1 столбик, переходим на следующий лепесток и в первую арку также 1 столбик, 3 воздушные, в следующую 2 столбика без накида, 3 воздушные, 2 столбика без накида в арку, 3 воздушные. Сейчас еще один лепесточек вот этот обвяжем, фестончик, и дальше будем самостоятельно вязать. 3 воздушные, 2 столбика в арку, 3 воздушные, и в следующие 2 арки по 1 столбику без накида. Вот так. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, обвязали последний фестончик, 2 столбика без накида, делаем соединительную петлю. Так, надо под 2 ниточки нам тут крючок вставить, вот так. Сам воротничок у нас готов. Если он фалдит, ничего страшного, на блокировке сейчас все мы расправим красиво. Так, теперь меняем крючок снова на 1,5, чуть-чуть потолще возьму, и нам нужно сделать завязочку. Просто набираем цепочку из воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, набираем самостоятельно до нужной длины, считаем количество петель, чтобы с другой стороны сделать завязку такой же длины, но не обязательно, можно и на глазок примерно. Все, вяжем эту завязочку, потом присоединяем нитку к уголочку на другой стороне, вот сюда, и также вяжем вторую завязку, ставим воротнички на блокировку. Но я сейчас поставлю и покажу, что у меня получилось. Так, я сделала цепочку из 80 воздушных, мне этого достаточно. Сейчас померяем, какая длина завязки получилась. Так. Вот 26 сантиметров, 27 почти. И давайте вместе оформим кончик завязки. Еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же в эту петлю еще один столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Все, делаем закрепку. Нитку можно отрезать. Сейчас спрячем кончик нити, и вот этот кончик нам нужно спрятать. Все, делаем завязку с другой стороны. Также присоединяем ниточку вот сюда.
Здесь туго. Так. Сейчас возьму крючок потоньше. Так. Взяла поменьше крючок, а то тем не могу вытащить. Присоединили. Так, и теперь вяжем этим крючком потолще. Набираем также цепочку, провязываем 80 петель, ну или кому сколько там понадобилось. Все, вяжем самостоятельно, довязываем. Ну вот, я сняла воротничок с блокировки. Посмотрите, какой красивый получился у нас с вами ажурный воротничок. Так, если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!